В этом видео мы обсудим 15 полезных советов для пианистов, от самых ожидаемых до самых неожиданных, которые нам дает чат GPT. Итак, поехали. Часть первая. Ожидаемые советы. Регулярная практика – залог успеха. Найдите время для ежедневных занятий, даже если это всего 20-30 минут. Постоянство важнее длительности. Ну и как вам советик? Успеете ли вы качественно позаниматься за 20 минут? У меня уже было видео на эту тему. В нем как раз про схему проведения самостоятельных, каждодневных занятий фортепиано для пианиста-любителя. Над чем можно работать в произведениях, про чтение нот с листа, про работу над техническими упражнениями, про выбор репертуара. После просмотра вы как раз таки сможете понять, уложитесь ли вы в 20-30 минут, как советует нам искусственный интеллект, или нет. Медленный темп для сложных фрагментов. Разбирайте сложные пьесы в медленном темпе. Это поможет вам избежать ошибок и отработать чистоту игры. Безусловно, здесь я с ним согласна. Так, со своими учениками перед началом работы над новым произведением я провожу предварительный анализ, который является списком вопросов, ответы на которые отмечаются прямо на распечатанных нотах. А после уже мы начинаем так называемый черновой разбор, чаще всего отдельно руками, со счетом в медленном и иногда умеренно среднем темпе, если позволяет уровень чтения с листа. Делаем мы это частями, на которые разделили произведение во время предварительного анализа или сразу от начала до конца. Записывайте свою игру. Слушайте записи своих выступлений. Это позволяет услышать, что нужно улучшить, и развить музыкальную интуицию. Возможно, вы заметите нехватку четкости, и, исправив этот нюанс, существенно повлияете на звучание. Часто и педализация кажется идеальной, пока вы не услышите свою запись. Видео помогает понять, достаточно ли вы плавно меняете педаль и соответствует ли ее использование музыкальному замыслу. Так, просматривая свое исполнение, вы можете оценить, насколько ваша игра передает эмоции произведения. Это также позволяет скорректировать жесты и движения, чтобы они не отвлекали, а дополняли. Все это для нахождения точек развития и вдохновения для улучшения. На эту тему я также снимала отдельное развернутое видео на 7 минут. Ссылка будет в прикрепленном комментарии и в описании. В этом видео о пользе и вреде использования видео и аудиоматериалов в работе над музыкальным произведением, на что оно может быть направлено, а также немного про изучение и сравнение интерпретаций, их сравнительный анализ, плюс отношение к использованию аудио и видеозаписи в работе над музыкальным произведением таких педагогов-пианистов, как Нейгаус, Гилец, Фейнберг, Гинзбург, Аборин и других. Поработайте над слабой рукой. Чаще практикуйтесь левой рукой отдельно. Это поможет выровнять баланс и уверенность в игре. Очень сомнительный совет, так как при верной постановке и верной методике самого развития вашего физико-пианистического аппарата у нас вообще отсутствует само понятие «слабая рука». Но, к слову, здесь я могу посоветовать вам целый плейлист с упражнениями Ганона, в котором я разбираю для вас 32 упражнения с помощью специальных формул. Регулярно обновляйте репертуар. Не зацикливайтесь на одной пьесе. Новые произведения развивают технику и расширяют ваш музыкальный кругозор. Трудно спорить, так как каждое произведение – это всегда новый мир. Для пианиста разучивание разных произведений и в целом формирование репертуара имеет ключевое значение, поскольку это развитие техники, потому что каждое произведение предъявляет уникальные требования к технике игры, будь то работа с аккордами, пассажами, динамикой, педализацией. И такое разнообразие помогает разносторонне развиваться, развивать ловкость, силу, выразительность своей игры. К
К тому же формирование репертуара – это музыкальная грамотность. Освоение произведений разных эпох и стилей, конечно же, будет расширять знания о музыкальных формах, о гармонии, композиторских подходах и в будущем поможет пианисту стать более универсальным и гибким музыкантом. Каждое произведение передает уникальную палитру эмоций. Разнообразие репертуара позволяет пианисту научиться выражать широкий спектр чувств. Хороший, продуманный репертуар дает вам свободу на ваших концертах, создает уверенность в своих силах, позволяет пианисту лучше взаимодействовать с публикой, предлагая произведения, которые могут найти отклик у разных слушателей. Да и вообще, богатый репертуар – это ваше личное вдохновение, ведь новые произведения обогащают внутренний мир пианиста, мотивируют к дальнейшему развитию, исследованию музыкального искусства. Следующий совет – следите за посадкой и положением рук. Правильная осанка предотвращает усталость и напряжение, а хорошая техника обеспечивает чистый звук. Очень примитивный совет, потому что если вы посмотрите на концертирующих пианистов, вы далеко не всегда увидите прямые спины, откинутые головы. И дело здесь как раз в том, что это требуется для того, чтобы повлиять на технику, звукоизвлечение, одновременно снимать усталость и оставаться при этом сконцентрированным. Но всему есть мера и предел. Уделяйте внимание гаммам и арпеджио. Это не только базовая техника, но и способ улучшить координацию и скорость. Не всем нравятся именно гаммовые комплексы для разыгрывания. Кто-то использует сборники упражнений разных авторов. На канале есть старое видео 7-летней давности, в котором я описываю различные сборники упражнений для пианистов от Таузига, Листа, Брамса, Курто, Лонг, Черни, Тимакина, Гензельта и многих других. 8-й совет – слушайте мастеров, изучайте интерпретации великих пианистов. Это вдохновляет и открывает новые подходы к исполнению. Здесь я согласна, ведь слушать мастеров – это больше, чем просто наслаждаться музыкой. А для обучающихся пианистов это прежде всего глубокий процесс обучения, а не просто источник вдохновения. Так, разбирая интерпретации мастеров, вы замечаете тонкости, которые сразу могут быть неочевидны. Выбор темпа, нюансы фразировки, особенности педализации. Это помогает взглянуть на ваше изучаемое произведение с новой стороны и после этого расширить уже свои исполнительские возможности. Услышав, как маэстро преобразует знакомое произведение в нечто необычное, вы сами начинаете мыслить шире. И это побуждает искать уже свои подходы. И добавить-то больше нечего. Если есть то, что вы можете, делитесь этим в комментариях. Итак, с ожидаемыми советами закончили. Теперь часть вторая – неожиданные советы. Играйте без пальцев. Попробуйте исполнить мелодию, используя только один палец каждой руки. Это укрепит технику и улучшит контроль. Я вообще не поняла, что он хотел этим сказать. У вас есть догадки? Хотя, возможно, он имеет в виду то упражнение, которое заставит вас улучшить осознанность в подходе к главным мелодиям произведения и поможет понять, как распределяется нагрузка и какое нужно прикосновение для того или иного момента. Непонятно, честно говоря, а может быть, он что-то другое имел в виду. Если есть мысли по этому поводу, напишите, пожалуйста. Играйте в темноте. Выключите свет и доверьтесь памяти и ощущениям. Это необычное упражнение улучшает связь с инструментом. Это хороший способ, развивает мышечную память и, по сути, выглядит вот так.
Тем самым учит доверять ощущениям, а не только зрению, что является одним из ключевых факторов. Превратите пьесу в историю. Представьте, что каждая фраза – это эмоция или событие. Такой подход сделает вашу интерпретацию более выразительной и уникальной. Тоже согласна, а когда это программное произведение, то мыслить образами вообще сам Бог велел, как говорится. Видео под названием «Творческий процесс работы над музыкальным произведением для пианиста» я уже рассказывала про этапы работы пианиста от Черни и советского пианиста Григория Романовича Гинзбурга. Всего же 4 этапа работы. Задачи и методы каждого этапа описаны в этом видео. Осваивайте движение за роялем. Запишите себя на видео и оцените, как вы двигаетесь. Возможно, стоит расслабить плечи или поменять технику касания. Тоже отличный, нестандартный совет, кстати. Поначалу может быть непривычно видеть себя со стороны, но это невероятно ценный опыт. Каждый просмотр такой записи – шаг к тому, чтобы стать более уверенным, технически точным и выразительным. Как это можно применять? Ну, смотрите. Запись себя на видео – мощный инструмент и словно зеркало, которое позволяет увидеть то, что вы не замечаете в процессе игры. Так, отслеживая свои движения и позу, вы сможете приблизиться к пониманию, что влияет на ваше звучание и комфорт. Ведь на видео сразу заметно, если плечи напряжены, спина слишком сутулая, плечи зажаты и подняты или руки двигаются скованно. Нередко мы думаем, что играем плавно и свободно, а на деле движения могут быть и вовсе с ненужными деталями. Следующий совет – сыграйте на другом инструменте. Попробуйте исполнить любимые произведения на гитаре или даже напойте их. Это поможет глубже понять музыкальную структуру. Вы представили такое? Хотя вот напеть главную тему, какие-то отдельные голоса и их развитие еще возможно, но все равно в любом случае зависит от объема произведения, клавира и, конечно же, сложности. Следующий совет – экспериментируйте с педалями. Изучите, как разные варианты педализации меняют звучание. Возможно, вы откроете что-то новое для своей интерпретации. Совет вполне дельный, но будет применяться далеко не ко всему репертуару. В целом о том, что такое педаль, сколько их и как с ними работать, я рассказывала в этом видео. В нем об основных правилах педализации, о роли педали в создании художественного музыкального образа при игре на фортепиано, о принципах педализации в музыке разных стилей и многом другом. Например, как пользоваться педалью в произведениях Баха, Венской классической школы и что такое неслышная педаль. Ну и последний, 15-й совет – играйте как ребенок. Подойдите к инструменту как к игрушке. Свободно импровизируйте, соединяйте неожиданные звуки и ритмы. Это развивает креативность и приносит удовольствие. Этот совет прокомментируйте самостоятельно. Каждый в силу своей профессиональной и непрофессиональной испорченности. Вот такие 15 советов ChatGPT собрал для вас. Что из этого вы уже применяли, а что оказалось для вас новым? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!